После дождя парк Горького в Москве наполнился тишиной и свежестью. Старые дубы вдоль аллеи медленно раскачивались от ветра, а влажная земля хранила запах травы и листвы. У одного из деревьев сидели двое мальчишек, перепачканные грязью и счастливые после долгой игры. Светловолосый Саша находился в инвалидной коляске. Его глаза были неподвижны, он не видел с рождения, но это не мешало ему чувствовать мир. Рядом стоял Артем, живой, смуглый, с растрепанными волосами и коленями, испачканными землей. Они только что играли с мячом, и усталость смешивалась у них с радостью. Саша не видел парка, но ощущал его иначе, через голос друга, через теплый воздух и редкие солнечные лучи, пробивавшиеся сквозь облака. Иногда ему хотелось лишь одного — узнать, как выглядит лицо Артема и какого цвета небо перед закатом. Артем, наблюдая за другом, вдруг вспомнил странный сон, который видел накануне. Во сне седой старик стоял под этим самым дубом и говорил, что земля у его корней способна вернуть утраченное зрение. Тогда это показалось обычной фантазией, но сейчас сон не отпускал. Подавшись детской вере, Артем набрал пригоршню теплой влажной земли и осторожно коснулся лица Саши. Глина легла на веки, холодная и мягкая. В этот момент Саша вздрогнул. В привычной темноте он внезапно почувствовал нечто новое, не форму и не цвет, а присутствие света, будто солнце приблизилось вплотную. Сердце мальчика забилось быстрее. Он замер, боясь спугнуть ощущения. Именно в этот момент к ним быстрым шагом подошел отец Саши, Андрей. Увидев сына испачканным землей, он испугался и попытался немедленно стереть грязь, опасаясь последствий. Но Саша был спокоен. Он уверенно говорил о том, что почувствовал свет, пусть всего на мгновение. Андрей не хотел верить. Он знал диагноз сына и слышал слишком много врачебных заключений. И все же в голосе мальчика было нечто новое, уверенность, которой раньше не было. Ветер усилился, листья дуба зашумели, и парк словно замер. Саша, с трудом подбирая слова, описывал то, что чувствовал: движение, яркость, зеленое пятно над собой. Андрей не смог сдержать слез. Впервые за много лет в нем проснулась надежда, давно считавшаяся опасной. Они долго сидели втроем под дубом, не говоря лишнего. Обычная жизнь вокруг продолжалась. Кто-то смеялся вдалеке, проехал велосипед, пробежала собака. Но для них этот день уже изменил все. Возможно, Саша действительно увидел свет. А возможно, он просто впервые поверил, что мир может быть ближе, чем казалось. Но именно с этого момента тьма перестала быть для него абсолютной. Иногда чудо достаточно ровно настолько, чтобы в него поверить.